Дыхание — единственная вегетативная функция организма, наряду с работой сердца, пищеварением, которые обычно не подчиняются сознательному контролю, которое одновременно управляется автоматически и может быть взято под сознательный контроль. Это делает его буквально рычагом, единственной прямой дверью из сознательного намерения в автономную нервную систему, которая обычно нам недоступна напрямую. Сегодня мы рассмотрим полное йоговское дыхание или дирга-пранаяма. Это, по сути, синтез всех трех типов дыхания в один непрерывный цикл. Считается базовой техникой в йоге, из которой потом строятся более сложные пранаямы, включая уже разобранную нади-шадхана. Существует 3 уровня дыхания, объединенные в один. Первый уровень — это нижнее, брюшное или диафрагмальное, то самое диафрагмальное дыхание, которое мы разбирали. Второй уровень — это среднее дыхание, или грудное реберное, расширение грудной клетки в стороны за счет межреберных мышц. Третий уровень — это верхнее или ключичное, легкий подъем верхней части груди и ключиц, задействующие верхушки легких. В полном йоговском дыхании эти 3 фазы не отделены друг от друга, а перетекают одна в другую, как единая волна. Вдох начинается снизу, живот, и продолжается вверх, грудь, затем ключицы. Выдох идет в обратном порядке, сверху вниз. Польза такого дыхания подтверждена многократно, в том числе и на медицинском уровне. Первое — это максимальное использование объема легких. В отличие от изолированного диафрагмального дыхания, здесь задействуются все отделы легких последовательно, что увеличивает объем вдыхаемого воздуха за один цикл и, соответственно, эффективность газообмена. Во-вторых, это комбинированный эффект всех разобранных механизмов. Здесь суммируется активация блуждающего нерва через диафрагму, как в диафрагмальном дыхании, удлинение и осознанность выдоха, как в технике удлиненного выдоха, и повышенная концентрация внимания за счет необходимости отслеживать последовательность 3 фаз. В-третьих, это улучшение объема легких при регулярной практике. Есть исследования по практикующим пранаяму долгосрочно, показывающие увеличение показателей жизненной емкости легких по сравнению с контрольными группами. Хотя тут, как обычно с йога-исследованиями, качество части работ не самое строгое, небольшие выборки, отсутствие двойного слепого контроля, что здесь и невозможно организовать по понятным причинам. В-четвертых, происходит снижение частоты дыхания в покое. Регулярная практика связана со снижением базовой частоты дыхания, число вдохов в минуту, которое коррелирует с более эффективным паттерном дыхания в повседневной жизни не только во время практики. И в четвертом случае это касается мистических способностей человека, хорошая тренировка осознанности тела. Вовлекая последовательно 3 разные группы мышц, практика требует довольно точного внутреннего внимания. Это хорошая подготовительная техника перед медитацией именно потому, что тренирует способность к тонкой телесной концентрации. Давайте рассмотрим практику с точки зрения пошаговой работы. Для начала делаем подготовку. Лягте на спину, для начала так легче почувствовать все 3 зоны, или сядьте с прямой спиной. Одну руку положите на живот, другую на грудь, чтобы отслеживать движение. Вдох — объединенная волна снизу вверх. Начните вдох через нос, наполняя сначала живот. Рука на животе поднимается первой. Это диафрагмальная фаза. Не останавливаясь, продолжайте вдох, расширяя грудную клетку в стороны, рука на груди начинает подниматься. Это реберная фаза. В последней трети вдоха слегка приподнимите верхнюю часть груди и ключицы. Это ключичная фаза, самая небольшая по объему. Выдох — обратная волна сверху вниз. Начните выдох с расслабления ключиц и верхней груди. Затем опустите ребра, выпуская воздух из средней части. Завершите, втягивая живот, чтобы вытолкнуть остаточный воздух из нижней части легких. Соблюдаем ритм. Для начала не нужно считать секунды. Важнее прочувствовать саму последовательность и плавность перехода между 3 фазами, без рывков и пауз между ними. После освоения формы можно добавить счет,
например, вдох на 4-6 счетов, выдох на 6-8, с акцентом на удлиненный выдох, как мы обсуждали. Иногда допускаются ошибки. Это резкое разделение фаз, воспринимать вдох как 3 отдельных толчка вместо одной плавной волны. Также забывание нижней фазы, самая частая ошибка новичков со стрессовым паттерном дыхания. Непроизвольно начинают вдох сразу с груди, пропуская брюшную фазу, потому что мышечная память привыкла к поверхностному дыханию. Некоторые делают форсирование объема. Попытка вдохнуть до отказа, создает напряжение, что противоречит самой цели практики – расслабление. Вдох должен быть полным, но комфортным, без натуги. Полное йоговское дыхание хорошо подходит как разминка перед более сложными пранаямами, в том числе перед нади-шадханой. Так же, как самостоятельная техника при остром стрессе или тревоге. Несколько циклов быстро восстанавливают более спокойный паттерн дыхания. Также часто используется как подготовка к медитации, 5-10 циклов перед началом сидячей практики помогают телу перейти в более спокойное, сосредоточенное состояние. Дыхательные техники – эффективный инструмент управления состоянием в моменте и полезная регулярная практика для общего снижения фонового уровня стресса. Но они не заменяют лечение при клинически значимой тревоге, паническом расстройстве или депрессии, если эти состояния присутствуют. Это хороший вспомогательный инструмент, а не альтернатива работе с психотерапевтом или врачом, если тревога серьезно влияет на жизнь. Это тот случай, когда стоит использовать оба подхода параллельно, а не выбирать один вместо другого. Раз мы уже разбирали физиологию, стоит показать и вторую половину картины. Как эту же практику трактует сама традиция, откуда она пришла. Как и раньше с чакрами и энергией между ладонями, это не подтвержденная наукой модель, а параллельная система объяснения, которая веками была самодостаточной для практикующих. Дыхательные техники – эффективный инструмент управления состоянием в моменте и полезная регулярная практика для общего снижения фонового уровня стресса. Но они не заменяют лечение при клинически значимой тревоге, паническом расстройстве или депрессии, если эти состояния присутствуют. Это хороший вспомогательный инструмент, а не альтернатива работе с психотерапевтом или врачом, если тревога серьезно влияет на жизнь. Это тот случай, когда стоит использовать оба подхода параллельно, а не выбирать один вместо другого. В йогической космологии дыхание не просто физиологический процесс, а способ работы с праной, жизненной силой, пронизывающей все сущее. Аналог ци в даосизме, руах в каббале, пневмы в античной философии. Считается, что воздух — лишь физический носитель праны, а не сама прана. Отсюда и цель пранаямы — не просто вентиляция легких, а накопление и управление этой тонкой энергией. В некоторых интерпретациях 3 зоны полного дыхания, нижняя, средняя, верхняя, связываются с 3 гунами, фундаментальными качествами материи в Сангхье и Веданте. Тамас, инертность, связывается с нижней брюшной зоной, раджас, активность, страсть, средняя грудная зона, саттва, ясность, легкость, верхняя ключичная зона. Объединяя все 3 фазы в единый плавный поток, практика символически гармонизирует эти 3 качества в практикующем. Традиционно вдох, начинающийся снизу, символически связывается с движением энергии от нижних чакр, Муладхара у основания позвоночника, Свадхистана, Манипура, через сердечный центр, Анахата, к верхним, Вишудха, горло, Аджна, межбровье. Полный цикл дыхания в этой модели — это символическое путешествие энергии по всей вертикали тонкого тела. В Веданте человек описывается как состоящий из 5 оболочек — кош, одна из которых — пранамая коша, жизненной силы, расположенной по этой модели между физическим телом и умом. Считается, что именно через дыхание возможен прямой доступ к этой оболочке, то есть дыхание рассматривается как мост между грубым телом и более тонкими уровнями существования.
классическое утверждение йогических текстов, в частности из более поздних комментариев к Хатха-йога Прадипики, где дыхание, там и ум, прана и читта неразрывно связаны. Отсюда логика. Успокаивая и делая ровным дыхание, практикующий напрямую и неизбежно успокаивает ум, не как побочный эффект, а как прямое следствие единого закона. Это, по сути, та же мысль, которую подтверждает и современная физиология, связь дыхания с нервной системой. Но традиция формулирует ее не как корреляцию, а как онтологическое тождество двух процессов. В отличие от современного, преимущественно терапевтического использования, в традиции полное дыхание – это подготовительная ступень, часть пранаямы, 4-й ступени 8-ступенчатой йоги Патанджали, которую мы разбирали, к пратьяшхаре, дхаране и далее, то есть не самоцель, а средство утончения энергии перед более глубокими стадиями медитации и в итоге самадхи. Это ровно та же логика, что и с ом, энергией между ладонями, нади-шодханой. Субъективный опыт, ощущение потока, ясности, иногда покалывания или тепла при практике, реален и физиологически объясним. Мистическая интерпретация, прана, чакры, гуны — это самостоятельная символическая система, объясняющая тот же опыт через иной непроверяемый язык, без независимого физического подтверждения, но с долгой и внутренне непротиворечивой традицией толкования.